Итак, всем привет. Это прекрасная коричневая троечка Дмитрия. Всем привет. И давай начнем. Какого года эта ласточка? 74-го года. Ты где ее взял? Перешла по наследству, Да, купил от отца, сам? От отца От осталось. отца, да? Отец ее собрал, либо Нет, ты сам? Отец ее купил, можно сказать, в убитом состоянии за $300. Это где-то 2000 год был. Угу. То есть купил, был кузов, мотор, торпеда, ну и все. И ты в таком состоянии ее забрал, правильно? Да, Разобранным. да. И с чего ты начал все-таки вот свои работы? Кузова. С кузова, да? Довел до идеала кузов, покрасил, да, походу? покрасили. Вот этот вот коричневый цвет. Да. Это цвет просто металлик, просто акрил. Акрил, просто акрил. Что потом началось? Установка двигателя, ходовой. Не-не-не. так. После Ну, кузова. изначально это было, хотелось сделать обычную машину для езды. Ага. Так, началось, наверное, все с музыки, спойлера и Ой-ой. белых колпаков, да. Даже так было. Ну а какой двигатель был Был изначально? ее родной, 1.5, Троечный? да, Троечный. родной, подкапиталенный. Угу. Так все, подвеска, все было, сколько в оригинале было, Угу. И с чего началось все? С двигателя? Двигатель поставил уже. наверное. Потом был газ, поставил газ, Угу. да, потом началось двигатель. Замена мотора, потом тормоза. И давай, Нет, точнее наоборот, сначала тормоза, потом мотор. какие тормоза сюда поставил? Спереди стоят с 12-ки, 14, Угу. задние 13 на базе восьмерочных, гидроручник, Стандартная схема, я да, понял. и главный тормозной цилиндр с Фиата стоит. Ух ты, Вакуум родной, да. интересно. Дальше движок. Какой выбрал и почему? Так, ну мотор 16-клапанный, с 12-ки. Угу. Ну почему выбрал? Ну, наверное, потому что тихо, потому что он едет. Ну, я посчитал просто, это, наверное, дешевле. Чем Ну, вот был тюнинговать? у меня мотор капитальный, да, чтобы поставить на него инжектор и сделать, допустим, с него те же 93 кобылы. То есть это выходило примерно тоже, либо даже дороже, чем купить 16-клапанный. У тебя 16-клапанный сток двигатель? Да, пока да. То есть не валов, Нет, не пуск и чип-тюнинг. выпуск только, все. Впуск и выпуск, а чип-тюнинга нет, да? Нет. Стандартная прошивка. 8-клапанная прошивка стоит. Полук у тебя ну, необычный, VFTC, да? VFTC, да. Вот там у тебя вот 63-я труба, выхлоп. 63, да? И вырезан туннель, Да. правильно? Ну да. Угу. А впуск у тебя вот этот ресивер, Пуск, да, ресивер 3-литровый с дудками. что-то дает против стандартного? Ну, на высоких оборотах, да, лучше. Ага, Нужно шить же, шить надо. онлайн, да? Да. Однострой. Планируется как бы валы и отшить. Ага, то есть соберешь немножко денежек Ну да. и будешь строить дальше. Ну, а в планах вообще нету там продать и купить иномарочку вообще? Ну, пока нет. Уже просто бессмысленно ее продавать, столько, сколько у меня денег уже вложено. Мгм. А вот вопрос такой интересный, вот всем задаю. Почему все-таки начал Жигули строить? Почему вот, откуда взялась любовь к Жигулям? Ну, это, наверное, отец выбрал. Она осталась от него, потому что 18 лет был вариант только один. Продать мотоцикл, сделать ее. Ну, так оно и получилось. А какой был у тебя мотоцикл? Ява была, там много было. Да? Ну, короче, валил ты на них тоже, да? На мотоциклах? Да. Ну да, до 18 лет. Когда научился ездить? На машине? Да. Ой, это по лет 12. Ну, что у тебя за коробка? Коробка родная ее стоит, копеечная. Копеечная, да. Мост, редуктор копеечный. Что по подвеске, да? Рычаги Подвески, стоят? Да, треугольные рычаги спереди стоят, что двойной стабилизатор, задняя тяга регулируемая. Заднего нету стабилизатора? Нет. Нету. Нива пружины стоят, поэтому достаточно и так. А что за аморты? Сзади Каяба стоит по кругу. Каяба Ультра СР? Да. Понятно. Задние не жигулевские, с Мазды подобрали, они короче, а передние жигулевские стоят. Вкратце, что такое по салону ты доработал? Так, ну что, Я вижу у потом тебя вот торпеда. там, где печка, да, нету дефлекторов. Да. То есть консоль это полностью делалось вручную, так как и все остальное. Ты сам делал, да? Да, консоль это самодельная, ну что, двухдиновая магнитола. Ну Так, да, приборы переделанные, то есть светятся цифры, Новые шкалы, да? поставил? шкалы, да, полностью. Вот спидометр электронный, там размер, разгон до сотни, 402 метра прохождения, там с максимальной скоростью, короче, все он показывает. А вот то слева у тебя вот там... Включатели. Не-не-не, вверх. Вот это? Да. Это пока вольтметр. Ага, пока Ну, вольтметр, да? в планах, может быть, все-таки будет турбо. Это оригинальный Да, поршень, да, с мопеда. с мопеда? Перенесена кулиса, Я понял. вся короткоходная. Ну, что, гидроручник. От чего сидушки, кстати? Volkswagen, Вах Спорт. Я понял. Я понял. Так что, Ну и сзади у тебя усилитель, я да, вижу. 4-канальный усилитель. Ну что, заведи, послушаем двигатель. Ну, если газовать, то есть отпала с одной стороны экран на прикрывает, который Мгм. выхлоп. Ага, вот это там загорелось.
0? Ну, это спидометр, да. Ага. Мы же едем. И у тебя вот, я вижу, там уже светятся, да, приборы? Да, они всегда светятся, они выключаются. И днем, и ночью, да? Постоянно. Не, красиво так, красиво. Не, да, это и ночью хорошо. То Я есть они понял. не ярко так, глаза не кидаются. Мгм. Под капотом у тебя чисто, красиво, да? Стараюсь. Стараюсь. Как, нужно, чтобы немножко прогрелось, правильно? Наверное. Ну звук вообще. Не, он тихо, да. А можешь показать на тахометре, сколько отсечка? 6300 отсечь. 6300? И на тахометре видно? Ну да. Можешь показать? Вот все-таки. А ну-ка, сейчас. Давай. Ага. Видно, реально видно. Ну, стоковая прошивка. А так я тебе скажу, да вот очень-очень тихо работает. Гидрика такой слышно, да? Не, это как бы все нормально, все там не Нормально, да? Да. Ну, по сравнению с родным мотором, по-моему, Так, конечно. его в салоне не слышно. Ну вообще, а такой вопрос. Оно того стоит, чтобы менять восьмиклапанный Жигулевский на... Стоит, да? Едет лучше, тише. Я понял. Сейчас продемонстрируешь пацанам там разгон, там, ну вот, буквально Поехали. километр проехать, да? Так. Надо держаться. Вообще как подвеска мягкая? Ну, достаточно, да. Когда треугольные рычаги поставил, достаточно мягко. А Было жестче на родных. на родных было жестче? Да. Ну, пружины те же остались, но поменял рычаги, стало мягче. Ну, она более работать стала нормально. А. Надо как-нибудь разгоняться. Ну да, это город. Это вторая? Третья. А, Третья. Восьмиклапанная прошивка. не, у тебя помягче, чем у Жеки. Так у него же вообще это же Да, у него жестче. подвески нет. У него тоже, не знаю, он поставил треуголки, не, у него лежат тоже треугольные Ага. рычаги. Ну а вот так, допустим, вторая. Сколько максимальная скорость на второй? Сейчас попробуем. Ну отсечка я заметил 6300. Да, Везде. на третьей. Ну, конечно, как же. Ну вообще я чувствую вот. Восьмиклапанная все же прошивка, идет прошивка. 40. 73. Да. Вторая. И посторонних звуков вообще нету. Я даже вот не слышу. Ну, от коробки есть, но это более преспокойно везде слышно. Ну, да, после гонок уже начали появляться звуки всякие. Третья. Это третья. 90. 100. 112. Ни хрена себе. А четвертая тут не попробуем. Ну да, ну да. Не, хорошо работает. Все-таки 16 рулит, правильно? Да, я из-за того, как он работает, и то, даже из-за этого стоило просто, не знаю, я когда выехал первый раз после родного мотора, ты что, и едет, и тихо. Да. Очень доволен остался. Ничего не тарабанить, никакие клапана регулировать не надо, ничего. Ну да, гидрики стоят. Все как бы, да. Ну вообще, а кого ты сейчас можешь сделать на трассе на 402 метра? Кого вообще? Да, тяжело сказать, не знаю. Ну, а примерно с кем ты вставал? Ну, вот с этой тройкой вставал, но он что-то там у него с настройкой было. Делал его корпуса на 1,5, наверное, на 2. Ага.
с Ланосом становился, делал тоже. Я понял. То есть особо как бы не испытывал, можно сказать. Угу. То есть надо валы, потом Понятно. Планы какие-то есть глобальные, помимо валов? турбо. Турбо? Сколько примерно хочешь дуть? Ну, до 1,5. До 1,5, да? 1,3 может. И сколько примерно это будет лошадей? Ну, я думаю, 250 будет. 250. Валы плюс турбо. Ну а сейчас сколько примерно мощность? Без понятия. Ну, По заводу 93. Вот стоит выхлоп, стоит ресивер. Ну, я думаю, не 100, шитая. 100 есть. Если отшить, то я думаю, да. Мгм. Хорошо, спасибо. Так, Нет, если будем еще в ваших краях, еще вас поснимаем. ну да, может уже будет что-то Всей бандой, глобальное. да, всей бандой. Вот. Да какие пожелания. Не? Ну, комментарии, пожелания. Да, всем турбо, могу сказать. Ладно. Стандарт. Все, давайте, пацаны, ставьте лайки этой троечки и подписывайтесь на канал.